Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Дойчланд. Если вы случайно зашли на мой канал и вам он понравился, не забудьте подписаться. Друзья, подписчики, ставьте лайк за мою работу, мотивацию, продвижение моего канала, а также комментируйте. Мы начинаем. Поехали! История одной женщины. Какие беженцы к нам приезжают. Беженцы из Закарпатья. Вы только подумайте, между Румынией и Венгрией, что они здесь потеряли. Причем они сюда приехали, пожили здесь год, потом опять уехали и опять приехали. Деньги им опять понадобились. Это же просто трэшняк. Это семья цыган. Рома – это цыгань. Я ничего против не имею. Ну каким чертом, что они здесь потеряли? Почему руководство на все закрывает глаза и не проверяет, кое-где контролирует? Почему немцев за все проверяют? А почему не проверяют вот таких вот халявщиков, кровососов настоящих? Хочу заметить, вы сейчас посмотрите, семья из 15 детей. Цыгане. Может быть, от различных жен, может, от одной. У них бывает такое, что рожают одна по 11, по 12. Это точно. Я знаю, у нас ходят они, попрошайничают. Воруют тоже кошельки. Недавно у моего мужа украли, но это не были не цыгане. Не хочу утверждать. Второй раз за год. Вот кого мы берем. Вот таких. И 15 детей приезжают в Германию. Плюс муж и жена. Сколько они получают пособия? Можете представить, какую квартиру им дают? Сколько нам обходится эта семья? Причем без причины. Как можно не возмущаться на все это? Объясните мне. Вы думаете, их дети будут работать, учиться? Вы думаете, они будут работать и учиться? И чем-то заниматься? Недаром они уехали, опять приехали. Видимо, их заставили куда-то на курсы пойти, они уехали. Потом они опять приехали. Офигеть! Мало того, они еще постоянно агитируют приезжать украинцев. Вот и на своих тоже ТикТок-каналах, тоже в своих YouTube-каналах. Приезжайте, приезжайте, здесь спокойно, здесь и свет, и газ, и все есть здесь. И сейчас приехали еще их родственники. Куда смотрит наше правительство? Такой страны уже, наверное, нету в мире. Почему не спрашивают нас, хватает ли нам денег? Когда мы приходим в организацию, мой муж уже ходил, показывал все наши доходы. Ему не хватило до минимума. Что-то такое 30 или 40 евро. Это вообще нормально? Мы должны заплатить добавочно к страховке 350 евро медикаментов. Только тогда мы получаем освобождение. 350! С какой пенсии? Я уже говорила, не хочу повторяться. Мне и мужу надо очень много медикаментов. Это вообще трэш. А эта семья, если там дети, все в медицинское учреждение, и все бесплатно. Алло, где мы живем? Кроме того, они под видом, как будто хотят обучаться при таком менталитете, они в жизни не будут здесь работать. Только видимость создается, что якобы они на курсы куда-то пошли сейчас и так далее и тому подобное. Вы сейчас послушайте, что дети не имеют права до какого-то возраста иметь смартфон. Они никогда в жизни здесь не интегрируются. Они-то в Украине, на них смотрят как с другой планеты. Это просто ужас какой-то. 15 нахлебников, плюс 2 взрослых и еще родственники. Недавно я была на переводе. Опять очередная украинская семья, которая приехала не так давно в Германию. Они уже, оказывается, были здесь, там в начале этого всего, когда это все начиналось. Они прожили здесь год, потом уехали назад к себе на родину, и потом снова вернулись. Так вот, эта семья, это было, значит, собеседование в одном из учебных заведений небольшого провинциального города, так я скажу, я не буду назвать ни названия, ни вообще ничего. Но это был колледж, Берufs колледж. Семья из Закарпатья. Вы представляете, где это? Это Карпаты, а это еще Закарпатье. Это на самой границе между Румынией и Венгрией. То есть там абсолютно это заповедник, понимаете, это природный заповедник. Так вот, эта семья, как можно описать это все? Это романы. Семья, Рома, семья. Вы поняли, наверное, о чем я говорю, да? 15 детей.
То есть мужчина когда-то овдовел, у него было 9 детей, у его новой жены 5 детей, еще у них общий ребенок, это 15 детей. Я не могу утверждать, что они все дети здесь, я не знаю, ну наверняка, я думаю, что это с вероятностью 99% они все здесь. Так еще они привезли сюда свою племянницу, вот которая была на данной презентации. Им всем, значит, как бы предоставляются места в учебных заведениях и все прочее. Они при этом рассказывали, что когда они в начале, значит, этих боевых действий, они сюда приехали, они жили год здесь, и потом они уехали назад, так как они считали, что, ну, возможно, это все скоро закончится. Они хотели типа того на родину, и потом, прожив там год, они вернулись опять сюда же. И теперь они уже привезли племянников с собой. Ну, в общем, в итоге, что я могу сказать? Было настолько дико это все слушать. Например, то, что, ну, это, конечно же, у них ментальность своя, и там свои традиции, своя культура, это понятно. Это собака, если вы слышите, это твой, это собака моя ищет свою игрушку. В общем, короче, не обращаем на это внимания. Они, например, для девушек, девочек до, я не знаю, до какого возраста, пока, наверное, замуж не выйдет, запрещено иметь свой телефон сотовый. Ну, как сотовый. Это я так по старинке назвала. Ну, короче, запрещено иметь мобильный телефон. Запрещено, много чего запрещено, то есть это как будто вот окунулись такой резко, так окунулись в средневековье. Мальчикам все разрешено. Ну, племянница их была 17 лет ей было, и на тот момент как бы она, как они сказали, что вроде бы как родители отдали ее права родительские вот этому дяде. И после всего этого, после этого собеседования, то есть мои коллеги, которые проводили это собеседование, одна из них сказала, я надеюсь, что этот мужчина не выкупил ее просто для себя как вторую или третью или пятую жену. Ну, после этого я, конечно, вообще, я не знаю, я об этом, конечно, не думала, и у меня таких даже мыслей задних не было, что такое возможно. Да, еще интересно, сидели, значит, два подростка, ну, 15 лет, то есть сын этой женщины, сын этого мужчины. Но у них там теперь пэтчворк фамилия, так называемая. Им тоже по 15 лет обоим, этим мальчикам. И только один из них знал свой день рождения. Второй вообще не имел понятия, когда у него день рождения. Это их племянница, которая 17 лет, она тоже не имела понятия, когда у нее день рождения. И причем такие наводящие вопросы, как, например, а это день рождения твой осенью или весной, или когда там листья желтые, или когда листья зеленые, или когда только трава вылезает из земли. То есть наводящие вопросы на время года они тоже не поняли. И на эти наводящие вопросы они тоже не смогли ответить. То есть это было настолько все явно, я не знаю, это было, для нас было это шоком. Ну, как сказать, мы считаем себя цивилизованными людьми, да, а это как будто бы мы столкнулись с каким-то, я не знаю, атовизмом, рудиментом, как это называется правильно, не знаю. Ну, в общем, в итоге что? В итоге то, что эта семья приехала второй раз сюда, в Германию, они получили опять же еще раз большой дом, где они живут все вместе. Они получают также социальные пособия все. Дети должны быть пристроены в школу и учиться. То есть там у себя, где они были в Закарпатье, как они рассказывали, по их рассказам, там даже школы не было никакой. Дети у них не могут нормально писать, читать. И это в 17-15 лет. Представляете, какой уровень там образования? Это вообще просто, у меня слов нет. И потом, значит, ну да, там были какие-то тесты проведены на то, что умеют вообще, какие навыки есть у детей. То есть дети сказали, что, вернее, родители сказали, что в их деревне, где они жили, школу построили немцы. Когда они приехали, увидели, что там в этой деревне дети не могут ходить в школу, потому что школы вообще нет, и такого понятия, как школьное образование, вообще нет. Они построили начальную школу, то есть 4 класса. И, в общем, эта девочка, вот которой было 17 лет, девушка, она закончила там, по-моему, 3 класса, один из мальчиков закончил 1 класс, а второй закончил, по-моему, 4, ну не знаю. В общем, один мальчик мог разговаривать на немецком, потому что он когда-то, когда они приезжали сюда, он ходил, видимо, здесь они ходили в школу, и эти знания у него закрепились. В общем, что я хочу сказать. После этого всего я пришла домой и начала в интернете искать эту всю историю с этими поселениями в Закарпатье, цыганскими поселениями. Там катастрофа, просто катастрофа. Если вас интересует это, вы просто можете посмотреть. У этих людей есть украинские паспорта, и этим они пользуются на 100%. Там, как он сказал, этот мужчина сказал, о, мы привезли сюда 5 детей, там бомбят по-страшному. Не знаю, могу ли я это сейчас вот говорить, но вот это его слова. То есть это, понимаете, это настолько вранье все. Сюда приезжают люди, которые кассируют действительно так много денег. Я просто так прикинула,
сколько может эта семья получать с 15 детьми, даже если у них не 15, если у них 10 детей сюда приехало. Это порядка 9000 евро в месяц. То есть они получают просто так. И потом они едут назад туда, они там вот, они прожили год, они вернулись, они наверняка там были, ну, считали себя миллионерами в этом клане, где они жили. И после всего этого они решили еще раз сделать такой же эксперимент в своих интересах. И еще раз они получат это все, что они хотят. И дети их будут ходить в школу, и все будет у них прекрасно. Понимаете, я абсолютно не против беженцев, которые действительно бегут от военных действий, которым страшно, которым там дети страдают психически и физически и все прочее. Но в этом случае у меня такие большие сомнения, извините, из заповедника, из такого дальнего Закарпатья приехать сюда и рассказывать, что там так страшно жить. Ну кто в это поверит? Простите, пожалуйста. Кстати, я вам расскажу, как это правда. Выкупают и продают своих девочек замуж или еще куда-то. Я вам расскажу историю. Это немец сам рассказал с доказательствами. Это просто вообще трешняк. Вы представьте себе, вот такая семья приезжает сюда. Их дети даже не знают, когда у них день рождения. Они совершенно необразованные. Да, не принесут никакой пользы в Европе. Украина, но это Украина. Это все равно украинцы. У них паспорт украинцев. Иначе бы они сюда не заехали. И вот представьте, и Украина хочет Евросоюз. Вот с такими я просто шокирована. До чего мы дожили. Раньше у нас были гастарбайтеры, которые действительно приезжали, пахали. А теперь одни нахлебники. И что из него получится, если он уже сейчас, видимо, не посещал школу или просто так, как будто числился. Там никакой ответственности не было в школе. Ну, не пришел ты, не пришел. Здесь попробуй это сделать. Да ты лишишься ребенка. Кстати, пусть не удивляются, если вот такая семья лишится детей. Пусть потом не плачутся, потому что они пользуются своими детьми. Вы думаете, почему они столько рожают? Они потом используют этих детей, они работают, их выдают замуж, их продают мужьям будущим. Колымчик имеют с этого. Это просто ужас. Женщины будут только опять же рожать, не приносить никакой пользы в Европе, да и в Украине. Но здесь еще и платят им все это. Еще бы они не приехали второй раз. И я не просто так часто в моих видео говорю, некоторые части Украины как будто в каменном веке. И они еще здесь. Эти украинцы, которые живут на халяву здесь, они постоянно говорят, то Германия не так, то это не так, что немцы плохие, немки страшные, мужчины ненормальные. Вам ли говорить? Вот как эта девочка говорит, эти дети потом сейчас обязаны пойти в школу. Немцы, опять же, будут сожалеть и говорить, ну что делать, ну что делать. Они много испытали, они же нифига не понимают. Опять они будут нифига не учиться, а просто просиживать уроки. Лишь бы их мамочка и папочка получили за них пособие. И, кроме того, получили не квартиру, а дом. Вы только подумайте, дом. Я говорю, из хамов в паны. Вот кто сюда приезжает. Разве это не парадиз? Разве это не рай для них? Ну подумайте там, у них даже школы не было в Закарпатье. Им построили школу, которая им тоже нафиг не нужна. Лучше бы деньгами дали. И вот таких мы принимаем. И если мы об этом рассказываем, мы еще не патриоты Германии. Вот именно, что мы патриоты Германии. Что мы не хотим. Из Германии превратили страну, которая будет полна вот людьми, как будто бы из третьего мира. Которые ни разу не обучались, у которых нет возможности, которые не могут писать, которые не могут читать, 15-17 лет. Цыгане, 15 детьми, и можете представить, сколько им помогают. Ни разу в жизни не проработав. И пожили там, приехали сюда. Пожили там, приехали сюда. Ведь такой как бы якобы богатой стране не должно быть так, что если ты пенсионер, значит ты должен быть нищим. Потому что у тебя не было возможности приватизировать квартиру, скажем, как в России. Это же ненормально вообще, а? И потому что ты тут никогда не будешь уверен в завтрашнем дне. Раньше можно было сказать «да». Поэтому мы даже не боялись старости. Мы думали, все будет прекрасно. Откуда мы знали, что до такого дойдет Германия? 85 тысяч евро заплатил клан из Македонии за девушку из Сербии. За девушку из Македонии. Все это было, все это не просто бля-бля-бля. Это было зафиксировано в письменном виде.
То есть в брачном обязательстве. Как я вот только что вам видео показала, точно так же, как украинской семьи, которая с 15 детьми приехала в Германию, прожила здесь год, потом уехала, потом опять приехала. Вы скажете, ну 85 тысяч долларов это не так много за человека. Нет, это много денег в этом бизнесе. И эти деньги, 85 тысяч евро, отдали только потому за эту девочку, потому что она была очень хорошей воровкой. Они были тоже цыганами. Это было очень важное качество для этой семьи, сербов, вот этих вот криминальных субъектов, которые хотели через нее заработать много бабла. Просто так ее продать не могут. Поэтому создаются брачные контракты. Вот точно так же, как эта украинская семья, которая с 15 человек приехала в Германию. И якобы они женятся, и поэтому деньги за выкуп невесте составляют, скажем, 68 тысяч. Так они делают, чтобы, ясно дело, не посадили в тюрьму за это. А цыгане, например, украинские, я вам рассказывала, вот семья, которая сюда приехала, они уже заранее хотят продать своих детей. Точно так же продать какому-то субъекту, который якобы хочет жениться. Этой девочке из Македонии было тогда 16 лет. Отец, это 16-летний, продает клану из Македонии, которые живут в Кёльне. Летом 2016 года она выходит за главу клана в Кёльне Драско. И потом ее перевозят в огромнейший дом этой семьи. Она должна была сдать телефон, все сдать. Паспорт, конечно, чтобы только ее купили не для того, чтобы как жену, а купили для бизнеса, чтобы она воровала. И не дай бог, почему взяли ее паспорт, и чтобы, не дай бог, она не могла убежать, не могла заявить. То есть полностью как в тюрьме жила. Ей не разрешалось выходить из дома одной, только как конвой, под конвоем. Сразу после замужества ее вместе с другими женщинами направили в определенные районы городов для кражи и патрулирования, кого можно обкрасть. То есть она должна была минимум вернуть назад 85 тысяч евро, которые заплатили ее отцу. Это вложение было в бизнес, то есть эти 85 тысяч. Представляете? Когда, например, пожилых людей отвлекали около двери, скажем, звонили и отвлекали, в это время сообщники проникали в квартиры и обворовывали пенсионеров. В 2022 году газета «Бильд» выпустила статью об этом, и там зафиксировала некоторые украденные этими женщинами ювелирные украшения. Сейчас вам покажу. Вы представляете, что творится? И это сделало наше правительство. Все, кто не лень, проживает здесь, да еще получает пособие. Только недавно начался процесс против 5 людей кёльнского сербского клана. Этот брачный договор тоже является частью этого процесса, доказательствами. Клан обвиняют тоже в покупке людьми и продаже людьми, связанные с малолетними. Девочку Ромину, которая подвергалась насилию, не только она должна была красть, но постоянно ее насиловали. Кроме того, в официальном договоре на покупку этой женщины, там не написано на покупку, а на брачный договор. В договоре стоит: девочка обязана быть девушкой, не женщиной, нетронутая. Она должна уважать и повиноваться своей теще. Все, что происходит в доме, не должно распространяться публично. Если это произойдет, покупатель обязан возвратить все расходы, то есть 85 тысяч евро, и еще дополнительно. Эта 16-летняя девочка выходит замуж за внука главы этого клана, которому 25 лет. Она в короткое время рожает 2 детей, и ее этими детьми опрессуют, то есть используют ее, шантажируют этими детьми. Если она не будет работать, убьют детей. В основном они обирали пожилых людей. Вот я рассказывала только что моему мужу. Вы украли деньги. Эта Ромина должна была окупить расходы на нее
в 100 тысяч евро. И только в 2020 году прокуратуре удалось выйти на след всех этих бандитов. Итак, полиция изымает несколько очень дорогих автомобилей. В этих машинах находят украденные ювелирные изделия. Да, полиция затем изымает несколько дорогих автомобилей, среди прочих этот Мерседес, а в вилле сотрудники затем находят, помимо многочисленных украденных ювелирных изделий, также это обязательство о браке. В четверг муж Ромины Леонардо был. Его матери Ягода, тете Ядранке, и дяде Дрожко, и бабушке Безе предъявлено обвинение. Помимо торговли людьми, им также предъявляют обвинения в создании преступной организации, а также в мошенничестве и пособничестве в тяжком преступлении, совершенном группой. В первый день судебного разбирательства Ядранка отрицала обвинение. Другие обвиняемые не захотели комментировать обвинения. В обвинении содержится много утверждений. Прокуратура должна сначала предоставить доказательства, говорит Мутлу Гюнал, адвокат Бизе. По его словам, тогда можно было доказать причастность только ее. Конечно, жаль, что в итоге можно поймать или судить только тех, кто в итоге совершает преступление, но не тех, кто стоит за этой организованной преступностью. Тем временем она отбыла наказание. Известно ли, смогла ли она отделиться от клановой семьи, неизвестно. Финансирование этого клана. С 1985 года семья Иванович живет в Германии. Успешная интеграция. За последние 41 год это явно не происходило в обществе. По крайней мере, не в монотонное немецкое общество, которое обычно не обманывает друг друга. Особенно не самых слабых в обществе. Пенсионеров обкрадывают. Я еще помню там, где я вырос в деревне, мы всегда дома всегда оставляли ключ в дверном замке. Я никогда не носил с собой ключ от квартиры, или выходил с ключом от входной двери, или в школу, или куда-то еще, как это обычно делали другие. Это как бы означало, что я не смог войти, и мне пришлось идти к бабушке, потому что я забыл ключ от квартиры или входной двери. У нас ключ всегда был там. Это было совсем нормально в деревне. Дом, который я только что показал, по данным следователей, должен стоить 625 тысяч евро. В зависимости от того, где именно в Кольне расположена вилла, эта оценка, скорее всего, просто очень плохая шутка. И, скорее всего, без проблем можно поставить еще одну единицу впереди. Автоколлекция семьи клана также оценивается в сумму более 500 000 евро. Теперь вы все, конечно, задаетесь вопросом, и я тоже, как это сочетается с социальной помощью. Официально работает только дочь. Жди клана в роли домоправительницы. Им также принадлежит дом стоимостью примерно 625 тысяч евро. Дом, в свою очередь, они сдали в аренду своим родителям и сестре с ее сыном и невесткой. Они, в свою очередь, получали все социальные выплаты, поэтому аренду за дом в конечном итоге оплачивало государство, то есть мы все из наших налогов. Всегда важно помнить, что когда говорят о государстве, речь идет о немецких налогах. Наверное, задаетесь вопросом, как такое возможно? Как семья может прожить здесь более 40 лет, так сильно эксплуатируя государство, а в 2022 года, который, возможно, знаком некоторым? Тогда таможня, налоговая полиция и отдел общественного порядка района Найкёльн хотели провести совместный рейд против клана. Речь шла об одном восточном ресторане. Классический рейд, иногда они даже бывают эффективными. В Германии уже 40-50 лет, а возможно и дольше, живут крайне криминальные семейные кланы. И они обирают это государство, словно рождественскую гусыню. Они грабят, убивают, насилуют, издеваются над обществом. За их размещение мы частично также платим. Контроля нельзя. Это может быть воспринято как дискриминация. Депортация, нет документов, возможно, родина недостаточно безопасна, или время, назначенное для рейсов, не подходит, или в арендованном пассажирском самолете устраивают погромы, и тогда депортация также невозможна, или активисты приклеиваются на взлетно-посадочную полосу. Пенсионеры, которым, в том числе, закрывают киоски, должны заплатить цену за это разноцветное. Открытое миру, но, тем не менее, не дискриминационное общество, сообщила газета. Джон Фрейхейт. Как вы думаете, сколько денег Федеральное агентство по труду, по пособиям Бергбилд и пособиям по безработице переплатило? И фактически должно быть возвращено государству получателями. Речь идет о 6,3 миллиардах евро. Орган, возглавляемый политиком от СДПГ Андрей Анализ, фактически взыскивает обратно только каждый 10 евро. Как мы знаем, прокуроры в Германии связаны необходимостью выполнять приказы. Подчиняются соответствующим министрам внутренних дел в отдельных землях. Не хватает политической воли, даже когда речь идет о депортации. Из тюремного заключения или из мер принудительного лечения, то есть когда каких-то сумасшедших снова помещают в психиатрическую больницу.
Их всех могли бы депортировать. Для этого нужны только ходатайства соответствующей прокуратуры. Но этого не происходит. Сегодня все. Не забывайте ставить лайк. Также подписывайтесь, гости моего канала. Мира нам всем. Всего самого наилучшего. Увидимся скоро. Пока.